Я попал в Хогвартс. Леди и джентльмены, привет всем. С вами Сэр Холмс. Продолжаю Morrowind Tamriel Rebuild. Нахожусь все еще на острове в Антирине, вот здесь вот. Самые южные проработанные земли. Вот. И прежде чем продолжим, я рекомендую вам ознакомиться с моим переводом коротенькой книжки «Изучение дреугов» или «Исследование дреугов», которую в этой вот пещерке мы с вами нашли. Вот, я же тут взялся участвовать в переводе Tamriel Rebuild для Morrowind Full Rest Repack. Вот, поэтому я сейчас заинтересован в переводе именно тех книг, которые еще не переведены, то есть зачитываний. Очень интересно у нас здесь. В общем, подсказка у вас появилась где-то уже к этому времени. Тут у нас записка моей любви на плавучем плотике с красной свечой. Ай! И рыбами-убийцами. Нате в борщ. Так, длинные клинки у нас это что? Я их в упор не вижу. Во. Сила. Ну, теперь, я думаю, можно и это... подрыхнуть отправиться. Так, сколько, кстати? 7 вечера. Ну, можно будет вернуться... Да... Проклятая рыба. Вернуться в пещерку переночевать. Да тут... Вот как он это умудрился сделать, что его не съели за это время? Воды древних свитков, по-моему, самые опасные воды вообще... Ну, ладно. Не всех игр, но вот в тех, которые я играл, более-менее много. И проклятая рыба мне не дает опять. У меня, по-моему, вообще сломалась возможность взаимодействовать с окружающим миром. Ну что такое, а? С Лилией я могу взаимодействовать. Блин, рыба все сломала. Ну дела. Закат красивый зато, да? Ну вот, избавился таки. Еле-еле. Ладно, что пишут? Моей любви. И пусть воды хранят память о тебе. Я больше не могу этого выносить. Ну, интересно, конечно. Но непонятно. Продолжу просто прогулку свою здесь. Вот так вот. Я перед тем, как идти на этот остров, думал, что он, возможно, не доделан еще. А тут вон даже такие детали маленькие встречаются. Я думаю, тут смогу пропрыгать. Нет? Похоже, надо возвращаться. А, нет, смотрите-ка, залез-таки. И тут даже есть чего походить. Вон она, пещера. Ну, теперь можно заночевать в другой, тут она поближе будет. Из позапрошлой серии. Или из прошлой. Из прошлой, да. Ну, первой из прошлой серии. Ну, вы поняли. Вон в той.
Думаю, как лучше. Коммуника сейчас пригодится. Сейчас мы с вами левелапнемся. Потом я за кадром доберусь до выхода из второй пещеры, откуда запись начала этой серии. Вот, и двинем на запад. Кстати, да, у меня звездочки хитиновые есть, надо их повыкидывать в кого-нибудь будет. Так, 9 вечера. Давай до 5 утра, это будет 8 часов. Надо было побольше все-таки этих навыков. Наверное, надо хотя бы, чтобы 4 навыка было прокачано между левелапами, чтобы на x3 повысился атрибут, да? Так, ну интеллект по-любому, выносливость по-любому. Вот, наверное, пора немного скорость. Ну, хотя сил давайте. Ну и я побрел. Ну и так, вот это место. Что еще скрывает этот остров? Будем посмотреть. В планах у меня заглянуть в Аль-Мастир. Я там нашел вторую проповедь Вивека, надо зачитать. Из Аль-Мастира вернуться в Старый Бенгард. Я, правда, уже забыл. Что дальше? Ну, в Старом Бенгарде мне проверить надо одну штуку. Там такое летает. А так-то серьезно уже даже. Я не помню, какие у меня задачи на повестке дня. Так-то их не так, чтобы много осталось. Есть, конечно, этот квест, как заноза в заднице, с проклятыми камнями. Но он делается так, параллельно другим. Ну, посмотрим. Чем заняться, всегда можно придумать. Чувствую, тут уже ничего не найдем. Хотя здесь может быть что-то еще. Лучше не ослаблять внимание, потому что я уже привык к манере разработчиков Tamriel Rebuild. Всякие интересные штуки пихать в места неприметные. В принципе, у Bethesda, я думаю, такая же манера разработки. Внимательные игроки поощряются у них. Ну, я думаю, можно это считать завершением исследования островка. И в этой деревушке я хотел еще Гетману попытаться доложить о том, что тут контрабандисты были найдены и все такое. Что он скажет на этот счет? Yes, sir.
Так, Андел Гилнам. Что? Он погиб от рук Сатиса? Из-за каких-то жемчужин? Ах, контрабанда, ты говоришь. Ну, может, я его плохо знала. Но это не делает вещи проще. Опять отношение со мной понизилось или что? Ну... Мы получили уникальную реплику. Так. Вот. Дабы не утруждать себя пешими переходами. У торговцев ведь восстановились деньги, да? Надо немного сейчас торговлей позаниматься будет. В том числе и сюда можно продаться, да? А, подожди, не то. Амулет не тот. Кстати, я теперь могу в эту шапку и не снимать в городах, типа для ролплея. Я в ней краше, чем без нее. Как он сразу замурлыкал на 10. А, скума, простите. Сейчас избавлюсь от нее. Не знаю, зачем я ее так много собираю, но почему бы нет? Да, восстановилась, отлично. Так, что хочу продать в первую очередь? То, что потяжелее. Вот это продам. Давай, напитки там всякие, жемчуга, бриллианты, вот, леокский воск, да, от него надо избавиться. Вот этих штук. Смотри, какой торгаш. Так, и, собственно, за проповедью Вивека. Давайте. В общем, процитирую сенсея. После путешествий между планами Вивек стал неясно изъясняться. Ну и пора поторговать немного, наверное. Где-то у нас тут торговец есть. Сейчас. Этому, так сказать, вручную сейчас мы продаем, а потом по тому же принципу, по которому, помните, я за кадром бегаю между ними, вам показываю только результаты. О, кстати, можно что-нибудь выторговать у него взамен. Вот, например, это зелье, это драгоценные камни, но они не очень. Это как бы шило на мыло. А, ну в принципе вот, уже все. Смотри, еще не хочется торговаться. А сюда я продам просто амулетик. За столько она вряд ли возьмет. За столько, да, берет, хорошо. Сюда свиток вскрытия замков, пару двемерских масел. Одно я оставлю для коллекции. И амулетик. Сюда бутылочку флина и зелье невидимости. Кстати, я хотел спросить, как переводится вот этот ингредиент? Потому что Google переводчик выдает что-то непотребное немного. Не помните, как в оригинале это переводится? Ну, сюда так, по мелочи, потому что больше мне его нечего продать. А сюда я потихоньку сбиваю контрабанду, ну и пару камней душ, чтобы ровным счетом. Сюда. Вот он тоже может разное брать. Так, это мне... Вот это вот я не знаю, это, наверное, продать надо.
Оно работает не так, как задумано. Ну, с другой стороны, можно этим кольцом фармить себе боунлордов и заряжать камни ими. Ну, оставлю, наверное, пока. Вот это я хочу продать, перчатку. А это в коллекцию. Это, наверное, кстати, тоже можно продать уже. Амулет, якорь. Ну, пока, ладно, пока тоже оставлю. Я пока еще не слишком уверенный в... вот, заклинание мистицизма. Это же, да, у нас? Вроде бы это мистицизм. Ну, что еще? Вот так вот. В принципе, тут можем вместе с вами пробежаться по ребятам. Вот этот, наверное, у меня ничего не купит уже. Нечего мне ему предложить. Это не берет, это не берет. Это не берет, это нет. Гластая эдра. Выложила свои самые... Ну, не считая когути мяса. О, как она меня любит-то. Ну, сюда просто всякие драгоценности продать. Сердца Дедра оставлю. Буду варить из них зелья. В принципе. Как-то так. А, как ты поживаешь-то? Этот до сих пор говорить не может. Которого она зельем напоила. Так, где-то здесь еще торговец есть. Не сходи из пути Велота, говорит ординатор. Вот она, наша симпатичная Данмерка. И вот ей я предложу как раз перчатку. Перчатку и по мелочи. Все, можно валить отсюда. Все же? На всякий случай проверим квесты. Да. А, у меня же есть еще гильдия магов там. Ой, гильдия воров. Вот что, чем я хочу заняться. Сохранюсь на всякий. Ой. Ой. Наконец-то. О, я сразу оказываюсь в своей нычке. Прекрасно. Сейчас выложу лишнее. Ну вот, пару лишних свитков, пару книг, которые пока не востребованы. Дедрический меч, там масло, амулетик туда. Вот, сейчас мне надо выторговать за этот дедрический боевой топор весь магазин той дамы Норда. И проверить тут кое-что еще. Решил сначала попродаваться. Я и продал 2 жемчужинки за 150 септимов. Ему свиток поглощения заклинаний. Я не думаю, что когда-то мне будет... Ну, можно, конечно, но... Не знаю, мне проще ману восстановить там другими способами. Это же оно. Так, кстати, что ты умеешь тренировать? Надо бы вот поупражняться, действительно. Вот, интеллект. Ладно, потом вернусь к нему, поупражняюсь. На Руси я продаю уже 3-ю мастерскую ступку с пестиком. А то и 4-ю. И на все ее деньги плюс 5 таких зелий, 1 такое. Ну, наверное, она сейчас... А, нет, сторговалась, хорошо.
12 жемчугов сюда. Я, как всегда, не заметил, что их насобирал штук 30, наверное. Оставшиеся 9 жемчужин и 2 рубина сюда. Сюда 1 рубин. И тут поужинать еще мясо гончий, маршмеллоу, чтобы это не было, и яйцо кротокраба. Ну вот здесь самое интересное. Я решил, что самое выгодное получится... Ну, как решил, высчитал все это. За свой доэлектрический двуручный топор выторговать у нее еще дополнительное копье и метательную звездочку. И сейчас мы это продадим кому-то еще. Я даже знаю кому. У нас есть редгарды. Вот здесь редгарды. И есть у нас хаджитка еще. О, давай думать, что у него выторговать. Да, вот, драгоценные камни, опять же. Ох, чё ж ты так... Доэлектрическое копье пойдет сюда. Ой, что я за копье? У него кучу всего выторгую сейчас. Давайте смотреть, думать. Так, здесь, значит, адамантиновый шлем. Танта, волшебный, который я же ей продал когда-то. Чуть драгоценностей. О, супер. Дошло до меня, как правильно торговать с теми, у кого денег меньше. И вот сюда сразу 1 камушек. Эурилону продаю вот этот вот клинок в обмен на, удивительно, водяное копье. Оно, оказывается, не уникальное. Такое же, как у меня, да? Дыхание на 175, да, такое же. Водяное копье сюда. Адамантиновый шлем я пока оставлю, потому что ну, там уже не у кого денег за него вымогать. В обмен на доэдрические стрелы. Я давненько не видел таких, наверное, впервые. И такие магические. Это я, видимо, сам ему когда-то продавал. У меня как раз такие есть уже. И черт с ним, плати сколько есть. Так, ладно, давайте смотреть. Что нам это даст? Ключ. Тут, конечно, классное пойло у него. Доэдрический этот... Дагод, то есть бренди. Древний. Ну и так, по мелочи. А это, кстати, не могу открыть. Тут просто деньги. Я, кстати, не хотел их брать. Что-то не то жамкнул. Так, применить на дверь в его апартаменты. Это на вот эту, что ли? Подожди. Надо с другой стороны это делать. Воу. Я попал в Хогвартс. Дверь заперлась за мной. Отлично. Так. Чей-то журнал записей. Паттели. Синсел ее звали. Наверное, звали. Так, я наконец-то зашла в запечатанный холл гильдии. К сожалению, дверь заперлась прямо за мной. Похоже, мне нужно будет найти ключ здесь. Запись 2. Это было хорошей идеей взять с собой бумагу. Я буду использовать, чтобы отслеживать мои исследования. И предоставить полный отчет, когда я вернусь. Я стану подмастерьем так очень быстро. Запись 3. Ну что ж. Все двери либо заблокированы,
либо заперты, либо с ловушками. За исключением единственной наверху лестницы. Видя странность этой первой комнаты, я начинаю понимать, почему это место было заброшенным. И наконец-то нашла ключ. И пришлось на это пожертвовать зелье телекинеза, чтобы достать его. Надеюсь, мне не потребуется еще одно. Я перетащила спальник из спальни в холл. Таким образом, мне не придется связываться с этой ужасной кроватью снова. Во имя святых! Я не могу пройти через большинство этих проклятых комнат. Где все ключи? Мне следовало выучить заклинание обнаружения ключа, прежде чем пройти через эту дверь. Сколько мне еще здесь предстоит быть запертой? Запись 6. Возможно, мой ментор был прав. Я еще недостаточно хороша, чтобы выбраться из этого лабиринта. И я потеряла счет времени. Что ж, время попробовать еще одну дверь. И все, на этом записи кончаются. Подвал. Коридор. Очень интересно. Полулабиринт. Ну, похоже, их возможно вскрыть отмычками и щупами, все эти. Ну да, я тут долго, наверное, проторчу. Нормально. Зеленый дом. Аквариум. Полулабиринт. Вот эта дверь. Единственная открытая, да? Она что-то там нашла, какой-то ключ. С помощью телекинеза дотянулась. Ай-яй-яй. А чё так смешно все? Ай! Да, неплохо. Так, супер. Вроде там больше ничего нет интересного. Ну, я не то чтобы хороший маг на самом деле. А где спальня? Вот спальня. Ух ты, какие ценные штуки тут. О, журнал спальни. Вот, я, короче, не лучший маг, но у меня много всяких магических штучек. Что во имя Обливиона здесь произошло? Это спальня у меня полный беспорядок. Ну что ж. По крайней мере, я смогу хорошо поспать в этой уютной кроватке. Я наверняка уверена, что кровать попыталась меня только что укусить. Ох, я так устала. Она украла один из моих ключей во время ночи. Клянусь. Если бы это место не было сделано из дерева, я бы ее сожгла. Эту штуку прямо на месте. К счастью, я уже использовал этот ключ. Еще одну ночь я здесь не проведу. А, тут 10 тысяч кроватей разных.
Сопротивление. Ага, разные сопротивления. Робус, это, наверное, тоже неспроста. Ну, вообще, да, я согласен. Тут полный какой-то... Ох, 6. О! Ну, это, я полагаю, у меня награда за старание. 10 тысяч подушек. Что это? Шкуры. Платочки. О! А на этих кроватях можно спать? Нет. Король кроватей называется. Но я чувствую, мне надо будет здесь поваляться. Ну, а для начала, конечно же, давайте вскроем это все. Благо, все мои штуки на этот раз со мной. Ну, и наверняка не ожидали, что испытуемый будет обладать такими воровскими навыками, как я. Неплохо. Да, давай тоже возьмем это все. Красные штанишки. Так, ну ладно, давай пробовать. О! Что? Куда? Вернись. Куда кровать свалила? О. Так, ну, пока что я... без понятия, что делать дальше. Подсказки закончились, потому что... Зелень. Ману можно сразу восстановить. Особо флора Тамриэля, золотишко. Это бахнем, это возьмем, это возьмем. Так. Так-то тут все что угодно может быть. Ключом, так сказать. То есть, может быть, какие-то светильники можно повернуть там или еще что. Может быть, где-нибудь здесь ключ таится. Заклинание обнаружения ключа, да? У меня есть ингредиенты, в принципе, на обнаружение ключа, но может и не получится сварить сейчас. Замечательно. Вот поэтому надо по 2 ингредиента с собой таскать, хотя бы одинаковых. Ладно, попробуем по-другому. Черт. Тут не пролезть, не хватает места. Так, ну. Ага, я зацепился. Паркур. Это, наверное, такая реализация паркура тут в древних свитках.
Ну что? Пришла пора взламывать это все. Похоже. Куда свалила кровать? Ладно, пойдем. Ну, блин, так-то... Я понимаю, что наверняка где-то что-то тут спрятано. Но не хочется ломать голову, конечно же. Хочется воспользоваться проверенными методами. Тут еще и двери разных размеров. Поэтому давайте это взламывать. О, прелестно. Кто-то тут стульев на столы понаставил. Так, подвал. Мне действительно придется открывать все эти контейнеры. Я проверила все бочки, у меня теперь головная боль. Следующие будут ящики. Вот это флекс. Светильники, скребовые пироги. Ну тут хоть это пропитание найти можно. О, давай сюда. Трофеи. Там какое-то вино укрепляет. Вот это вот смешное. Вино братьев Сюрили. Тишина, но укрепляет красноречие. Типа потерял дар речи, а потом как заговорил. Амфоры. Чеснок. Довольно редкие ингредиенты, да? Деньжата. Ну, в общем, тут, по крайней мере, испытуемые с голоду не умрут, да? Дишанский хлеб. Ай, что-то меня толкает. Светильник. О. Ключ от геоды. Какой-то там. Столовое серебро. Ну, то есть проверять все эти летающие штуки было не обязательно. Ключ находится вон там. Я, наверное, нарушил тут последовательность, конечно. Так-то можно вернуться, наверное, вскрыть просто вот это. И все. Но так же неинтересно. Так, спальня раз вскрыта. Где там это геоды? Заблокировано. Аквариум. О. Когда ты входишь, ты замечаешь... Так, понижение температуры. Очень холодно.
Воздух здесь очень холоден и наполнен магией. Пропитан. Предлагают надеть нордские теплые доспехи, да? Что тут делать? Здесь очень холодно. К счастью, здесь была пара рукавиц на полках. С ними лучше, но все еще холодно. Мне, возможно, стоит одеться в эти ужасно пахнущие доспехи, которые эти варвары норды любят носить. Так, я слышала шум внизу и наткнулась на Транаха. К счастью, он меня не видел. У меня нет заклинаний или свитков достаточно сильных, чтобы победить такого противника. Мне нужно найти какую-то по-настоящему сильную магию, прежде чем возвращаться сюда. Ну ничего, я морозостойкий. А Транаха затюкаю. А он как будто дружелюбный. Ты дружелюбный? Он не дружелюбный. Давай. Отлично, соли пустоты. Так, ну затюкали мы его, и что? Смысл в этом был какой-то? Я на самом деле не понял до конца. Может, он правда был дружественный? Он как-то дернулся резко, и я такой сразу давай ловить его душу. Его, атранахскую душонку. Я полагаю, тут... О, кристалл. Тебе нужна кирка. Окей. Есть у нас одна. О. Ключ от зеленого дома. Ну, я, конечно, считерил там, вскрыв подвал и все такое. Так, зеленый дом где-то наверху. Типа вот. Аквариум. Сприганы. Мне удалось убить одного, но... Он воскрес. Если я выберусь отсюда, я подам жалобу Архимага. Наверное, на Архимага. Мне нужно будет найти сильное огненное заклинание или что-то похожее.
Еще раз попыталась найти успеха в этой комнате сегодня и практически погибла. Не думаю, что я сюда вернусь. Зелье невидимости пригодилось бы. Погнали. Ха. Спариганы, действительно. А еще всякое интересное тут. Фалора. Впервые вообще такие вижу. Тихо, 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 тихо. Гори! Умри еще раз. Так, ну все, тут прятаться нет смысла больше. Они бесконечно воскресают. Окей, понял. Да, черт, они сейчас все втроем на меня напали. О, проскочил. Вормвуд. Укрепить легкую броню. Интересные эффекты. Здесь невидимость. О, какая лаванда. Хорошая какая. Что только не дает. Так, награда. О, ключик. Аквариума. Да, кровавую лилию хотя бы возьму. Там можно зелье восстановления. Давай свет еще. Светим тут все. Это тоже можно взять. Мысль потерял. А, сварить зелье укрепления привлекательности можно с этой кровавой лилией. Я уже неплохо тут на...
натренировался. Во вскрытии замков всяких. Вот это можно взять. Это можно взять, это. Побольше хороших ингредиентов набрать надо. Так, ну и теперь как-то проскочить бы. Так, а если я это потрогаю? У меня туда нет ключа. Невидимость где? А, я хотел сварить зелье, да? Невидимости. Так, что там дает? Вот эти вот лепестки. Зелено... О, бриллиант. Давай, погнали. Вот, химию прокачал еще, смотри. Интеллект на 4. Вот это неплохо. Где? На 8 секунд? Это успех. Еще свечусь как факел, конечно. Сприканы зависли чутка. Читерные херни. Так, это что там от аквариума получил, да? Все, друзья, давайте аквариум и прочее будем уже исследовать в следующей части. Ух, черт возьми. Дряуги. Куда же без дряугов? Ни одной серии без дряугов. Еще в следующей, конечно, они будут. Вот, а на этом спасибо вам за просмотры. Лайки, подписки. Сэр Холмс, Тамриэль Ребилд, Моровинд. С этим ознакомимся потом уже. Пока-пока.